Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. 17 ноября 2025 года на марсианской станции Арес-Хабитат-3 в регионе Элизийская равнина произошло событие, которое впоследствии изменило представление ученых о Красной планете. Группа инженеров, занимающаяся анализом сейсмических данных, не могла и предположить, что шум, который они приняли за обычное фоновое явление, станет началом великого открытия. В утренние часы, когда команда только начала свой рабочий день, главный сейсмический модуль станции зафиксировал ряд слабых, но аномально стабильных подземных толчков на глубине около 50 метров. Любой из членов группы мог бы легко проигнорировать эти данные. Но главный инженер, доктор Алексей Козлов, сразу заподозрил, что что-то не так. «Частота этих микросейсмов удивительно ровная», – подумал он, проводя рукой по гладкой поверхности своего монитора. Это не укладывалось в привычные модели теплового остывания коры Марса, и Козлов был уверен, что здесь может скрываться нечто большее. Проверяя данные, он заметил, что подобные толчки происходили в одной и той же области. Это трансформировалось в тревожную симфонию, которую мог распознать лишь опытный сейсмолог. Почему никто не замечал эту аномалию раньше? Думал он, погружаясь в свои вычисления. Спустя несколько часов после начала анализа марсоход Ровер Дельта передал результаты с бортового георадара, которые подтвердили подозрения Козлова. Под поверхностью была обнаружена плотная структура правильной круглой формы диаметром около 63 метров. Долгожданный брифинг группы геологов и инженеров СОЛ-9 проходил прямо в командном модуле. «У нас есть нечто похожее на структуру, просто не могу это описать», – сказала геолог Наталья Беляева, глядя на экраны. Участники встречи обменивались взглядами, полными взволнованности и легкого недоумения. Если это не природное образование, то что это? При обсуждении возможных гипотез один ученый выдвинул смелую теорию. А что если это остатки древней цивилизации? И хотя это звучало дико, в глубине души каждый участник рассматривал эту гипотезу как самую привлекательную. На следующий день два ровера выдвинулись к месту этой чудесной находки. Бур, закрепленный на одном из них, упрямо наткнулся на слой материала, который не походил ни на один ранее добытый образец. Керн, извлеченный из глубины, имел серо-металлический блеск и необычно гладкую поверхность. Этот сплав основан на железе и никеле и, похоже, имеет аномально низкий уровень окисления, сообщила Наталья о результатах рентгенофлуоресцентного анализа. Ученые чувствовали поднимающееся волнение. Найденное вещество не только отличалось от ожидаемого, но и вызывало вопросы о происхождении. Собранные образцы отправили на более детальное исследование. И вскоре стали появляться данные, которые лишь усиливали тайну. Научный консорциум, состоящий из ведущих специалистов из разных областей, включил в свои ряды экспертов по астрофизике и теоретической археологии. Они были полны решимости истолковать баланс жизни на Красной планете. Между тем, георадар глубокого зондирования И-7 показал ровную плиту толщиной около 2 метров и цилиндрическую полость, уходящую вниз на 25-27 метров. Стремительное развитие событий подтвердило предположение о существовании чего-то необычного. В центральной зоне фиксировалась стабильная локальная тепловая аномалия, что также не укладывалось в привычные модели. Специалисты должны проверить, есть ли у этой структуры связь с магматическими процессами, предложил один из геологов, но его слова не вызвали особого энтузиазма. Они были в состоянии неопределенности и не знали, какие именно действия предпринять. Тем временем обсуждения становились более жаркими, и команда начала замечать, как на фоне легкого напряжения их обязанности превращаются в азартное преодоление вызовов. Каждый понимал, их решения могли повлиять на будущее исследований на Марсе. К вечеру был утвержден план использования микробура Lancer-2 для создания узкого канала через плиту. Выбор пал на этот метод, так как команда знала, что нельзя рисковать целостностью структуры до тех пор, пока не будет получено больше информации. Сверление проходило удивительно ровно, и на глубине около 3,8 метра бур неожиданно потерял сопротивление, что означало выход в полость. Камера, передававшая данные обратно на станцию, показала гладкие стены, словно выточенные искусными руками. «То, что мы сейчас видим, вызывает трепет», – произнес Козлов, глядя на экран.
Здесь явно было какое-то воздействие, возможно, оно искусственное. Каждый из членов команды знал, что они на пороге открытия, которое может все изменить. Однако радость от успеха была недолгой. Через 14 минут после введения зонда начались проблемы. Связь с ним стала сильно ухудшаться, а низкочастотные помехи начали вмешиваться в общую передачу данных. Команда была в панике, они чувствовали, что что-то не так. Катастрофа в мире высоких технологий предшествует панике, и команда не могла удержаться от беспокойства. Датчики зарегистрировали новое изменение в вибрации, но поверхность груза оставалась неподвижной, что добавляло загадочности происходящему. Исчезновение связи с зондом вскоре подтвердило их опасения. Центр тепловой аномалии сместился на 20 сантиметров, и любой след информации о зондировании оборвался. «Мы должны выяснить, что вызывает эти изменения», – настаивала Наталья, понимая, что им нужно действовать быстро и эффективно. Каждый понимал, что в их руках жизнь проекта, а также возможности человечества на других планетах. Несмотря на прерывание связи, работа не останавливалась. Ученые приступили к изотопному анализу образцов, извлеченных из глубины. Результаты потрясли их. Материал находился под воздействием космического излучения от 20 до 200 тысяч лет. «Это абсолютно выбивается из всех ожиданий», – прокомментировал Козлов, глядя на результаты. Подобные данные ставили под сомнение все известные модели формирования марсианской коры и глубоко интриговали исследовательскую группу. Идеи о древних цивилизациях и возможном взаимодействии с неземными формами жизни стали вернуться в разговоры. Обсуждение о природе найденного вещества перевернуло все представления о временной шкале Марса и его эволюции. Тем не менее, оптимизм вскоре ослаб, когда инженерная группа подготовила план для дальнейших исследований. Отдел планетарной защиты наложил временный запрет на любые действия, способные нарушить целостность данной структуры. Команда оказалась в странной ситуации. Они обнаружили нечто необычное, что оставалось в неопределенности и недоступным для изучения. Статус «наблюдать не вмешиваясь» приносил лишь раздражение и непонимание среди исследователей. Они страдали от напряжения, как если бы оказались на краю открытия, способного изменить их восприятие навсегда. К каждой новой задаче они подходили с ощущением, что отчаянно стремятся к пониманию, но общественное мнение и научный подход тормозили их инициативы. Очень скоро они осознали, что каждая секунда ожидания могла привести к упущенной возможности, и это раздирало их на части. К окончанию текущей миссии специалисты стали уверены, что под марсианским грунтом действительно скрывался объект, возраст и физические свойства которого не укладывались в существующие модели формирования коры Красной планеты. Но их находка оказалась одновременно слишком важной, чтобы игнорировать, и слишком рискованной, чтобы рисковать открывать ее глубже сейчас. Доктор Козлов и его команда пришли к выводу, что им предстоит не просто продолжить исследование, а разобраться с этим загадочным свидетелем в истории планеты. Аномалия, которую они обнаружили, была не просто геологическим образованием, а вероятным порталом в прошлое, а может быть и даже больше. Команда решила, что они не отпустят эту возможность спасти, даже если должны будут ждать долгие месяцы, пока будет принято решение о новом плане. В своей решительности они напоминали метателей судьбы, готовых рисковать для блага будущей науки. Эта история только начинается, и множество вопросов остаются без ответа, что делает ее еще более захватывающей и интригующей. Команда осознавала, что они лишь начали понимать реальность, с которой им придется столкнуться, и последствия их открытия могли быть поистине грандиозными.